Друзья, всем привет! Продолжаю тему кардинальных изменений, которые будут касаться украинских беженцев, которые будут прибывать на территорию Германии после 1 апреля 2025 года. Если вам эта тема интересна, в этой теме я буду рассказывать о том, какие будут проверки активов и доходов и имущества украинских беженцев, которые прибывают в Германию. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, и вы будете разбираться в этом вопросе и понимать, что вас ждет, если вы еще только планируете переезжать в Германию, что вас ждет на территории ФРГ. Итак, я уже говорил, друзья, что с 1 апреля, как уже заявили, скажем так, депутаты, да, после того, как была создана коалиция 9 апреля, что после 1 апреля 2025 года украинские беженцы, которые вновь будут прибывать на территорию ФРГ, они уже не будут получать денежное пособие Бюргергельд, они уже не будут находиться по временной защите, а их юридический статус будет приравнен к беженцам из стран Африки и Ближнего Востока, и они получат все социальные права, как беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. Украинские беженцы, еще раз повторюсь, потому что мне пишут многие в комментариях под видео и не понимают. Друзья, те украинцы, которые оформили временную защиту, те украинцы, которые получают Бюргергельд, ничего с вами пока на данном этапе не будет, никаких в отношении вас нормативных изменений не происходит. Вы как получали Бюргергельд, как были под защитой, так и будете оставаться. Эти все изменения будут касаться вновь прибывающих украинцев после 1 апреля 2025 года. Значит, какие будут изменения? Основные три изменения. Первое изменение — это то, что граждане Украины теперь будут не получать временную защиту, а будут писать заявление о предоставлении убежища, то есть ходатайствовать перед немецким правительством, чтобы им предоставили статус беженца по международной конвенции, да, и закона о приеме беженцев, немецкого национального закона. Это первое. Второе. Они не будут получать денежное пособие Бюргергельд, они будут приравнены в социальных правах, соответственно будут получать пособия, такие же, как получают пособия беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. Это второе кардинальное изменение. И третье кардинальное изменение, о котором я вам в этом видео расскажу, оно вытекает из, скажем так, закона немецкого о пособии для лиц, которые ищут убежище, и касается оно того факта, что лицо, это не только касается украинских беженцев, а вообще иностранец, который хочет получить статус беженца, то есть получить в Германии убежище, защиту, да, по конвенции международной, его обязаны немецкие власти проверить, да, на предмет наличия там доходов, на предмет наличия имущества и активов. И он должен будет, есть определенная сумма, да, после которой, да, он должен, если у него она превышает, он должен эти деньги вначале потратить на свое обеспечение. То есть он ничего не получит вначале, а потом, только когда он немецким властям докажет, что у него там осталась определенная сумма, дальше я расскажу, что это за сумма, вот только тогда он может претендовать на получение социальных пособий. То есть реально от немецкого государства. То есть реально этот закон, он как бы сужает права и будет сужать права украинцев. Потому что те, кто изначально приехали в Германию, они были сразу приравнены в социальных правах к гражданам Германии. Закон об убежище, да, немецкий, он, скажем так, намного дает меньше прав социальных, чем директива и чем то законодательство, которым были украинские беженцы приравнены в социальных правах гражданам Германии, как я уже и сказал. Сегодня мы поговорим о проверке. Это обязательная проверка, которая регулируется законом, и эта проверка касается имущества прибывающих беженцев, их доходов и их активов. Зачем нужна такая проверка? Чтобы удостовериться, что человек, в нашем случае это украинский беженец, который прибывает в Германию после 1 апреля 2025 года и который хочет подать прошение об убежище, значит, он действительно нуждается в государственной помощи, то есть в помощи от немецкого государства. Это обязательная проверка. Если на граждан
Украины, которые получили временную защиту, на них это не распространялось, да, вот, то в данном случае на всех беженцев там, из стран Африки и Ближнего Востока эта норма закона распространяется. Абсолютно логично, что, например, если у человека есть деньги на счету, или там в наличке он привез их, да, в Германию, или есть недвижимость, он сначала должен использовать эти ресурсы, да, на обеспечение себя в Германии, а потом только уже расходовать средства немецких налогоплательщиков. Ну, здесь обычная, нормальная, здоровая логика. Значит, что будут проверять? Будут проверять все. Все, что можно оценить, все, что можно продать, простыми словами. То есть государственные органы Германии будут проверять в первую очередь деньги на банковских счетах, наличные деньги, как в Германии. Человек, если привез, если у него есть счета за границей, будут проверять и заграничные счета. Это обязательная процедура. Потом, второе, золото, украшения, коллекция, если человек имеет, и так далее. Потом машины, и другое ценное имущество. Недвижимость, дома, квартиры, земельные участки, это понятно. Также акции, облигации, там, криптовалюту и другие инвестиции. Ну, простыми словами, как я уже сказал, все, что можно оценить и все, что можно продать и за эти, скажем так, деньги жить на территории Германии. Как будет происходить проверка? Когда украинский беженец будет подавать заявление о прошении убежища, да, на территории Германии, он обязан будет указать полностью все свое имущество в этом заявлении. Значит, украинские беженцы, которые получают временную защиту, да, они тоже обязаны были указать все свое имущество. Если человек, украинский беженец, обманет, то есть у него, например, есть квартира, он ее не укажет, или там банковский счет, который он тоже не укажет, и на этом счету есть деньги, и потом это всплывет там, через полгода, через год, там, через 2 года, неважно, это всплывет, то вот эти действия, укрытие, да, дохода, скажем так, или укрытие недвижимости, укрытие какого-либо актива, да, неважно, где он находится, в Германии, в Украине, в третьей стране, неважно, все должны быть доходы, все активы, недвижимое имущество, земельные участки, все должны быть, неважно в какой стране находится, они должны быть указаны в этом заявлении. Если он укроет, его сразу мгновенно привлекут к уголовной ответственности. Ну и, соответственно, последуют другие юридические у него проблемы в будущем. Понятно. Значит, когда человек указывает, значит, немецкие чиновники, которые будут принимать у него это заявление, они имеют полное право попросить у него разные документы, которые подтверждают наличие того или иного имущества. Например, выписки из банка, договоры, выписки из кадастров и так далее. И тут важно понимать, что если чиновник поймет, что человек по какой-либо причине, то есть беженец, не хочет предоставлять или делает вид, что он не может эти документы получить там, по какой-то причине, да, значит, то чиновник немецкий может ему полностью отказать в выплатах и в оформлении социальных пособий. Понятно, да? То есть, грубо говоря, там пришел, говорит, у меня есть счет, но распечатку с счета я не могу получить, потому что там война идет, а банк, например, у него находится в Киеве. Там война идет, значит, там летают снаряды, значит, по Киеву прилетает и так далее. Я не могу взять эту распечатку. Все, чиновник подумает, ага, как это так, если мне перед ним был человек, он мне выписку банковскую принес, у него тоже счет открыт в Киеве, а этот не может. Значит, где-то что-то у него неправда или не хочет показывать, поэтому все, до свидания, и он ему отказывает. Понятно? Ну, я простым языком вам объяснил, на простом примере. Кроме этого, если выяснится, что есть имущество, да, которое, скажем так, оценено выше установленного лимита, то чиновник помощь не даст. То есть ему откажут в предоставлении социальной помощи. И украинский беженец обязан будет тогда использовать там, деньги от продажи этого имущества. Или если деньги он привез с собой в Германию, то есть он вначале будет жить на них, на свои личные сбережения. Да? А потом, когда у него они закончатся, он должен будет прийти опять к чиновнику немецкому и сказать, что у меня закончились, пожалуйста, вот есть доказательства, у меня ничего нет, мне не за что жить в Германии, поэтому дайте мне, пожалуйста, социальную помощь. Опять будет проверка. И если эта проверка подтвердит, что действительно у него нет средств к существованию в Германии, и там у него активов нет за границей, все, ему тогда немецкие чиновники выделят социальное пособие. Понятно. Это все не просто выдумка, это все регулировано законом.
это регулируется законом о пособии для лиц, которые ищут убежище. И эта норма очень старая. То есть это не специально норма была придумана для того, чтобы как-то ограничить в правах или хуже сделать гражданам Украины. Нет, друзья, эта норма придумана, не придумана, а введена еще очень давно. Конкретно это седьмой параграф этого закона, он так и называется. Доходы и активы. До получения помощи по данному закону доход и имущество там, или активы, можно так перевести, которыми можно распоряжаться, должны быть использованы получателем помощи и членами его семьи, проживающими в одном домохозяйстве. Из имущества, указанного в абзаце 1, для получателя помощи и членов его семьи, проживающих в одном домохозяйстве, вычитается необлагаемая сумма в размере 200 евро на каждого. Кроме того, при применении абзаца 1 не учитываются предметы имущества, которые необходимы для начала или продолжения профессионального обучения или трудовой деятельности. То есть мы с вами понимаем, исходя из этой нормы, этого закона, что если сумма имущества беженца, в данном случае украинского беженца, который он привез с собой, превышает 200 евро на человека, то все, что выше 200 евро, должно быть использовано для покрытия собственных нужд в Германии. То есть до того, когда он сможет претендовать на помощь от государства. То есть ты продай свою машину, на которой ты приехал, жить будешь за эти деньги, а потом, когда у тебя они закончатся, ты будешь получать денежное пособие. То есть, если приезжает семья, к примеру, давайте простой пример. Если приезжает семья из 3 человек, вот они приехали, у них ничего нету, они с собой привезли 2000 евро налички. У них есть все. Они официально при подаче заявления об убежище, они указали эту сумму, у них есть 2000, там, например, папа, мама и ребенок. Вот рассчитывается 200 евро на папу, 200 евро на ребенка, 200 евро на маму. 600 евро. 2000 мы вычитаем 600 евро, получается 1400 евро. Вот, пожалуйста, они должны 1400 евро потратить в Германии на свое обеспечение, да. Потом, когда у них эти деньги закончатся, они могут прийти опять к чиновнику немецкому и сказать, что все, у нас своих денег нет, мы их потратили, у нас осталось там 600 евро на каждого члена семьи, дайте нам пособие социальное. Все, тогда они опять их проверят, если подтвердится информация, что ничего у него нет, тогда они получают социальные пособия. То есть, понимаете, да, о чем речь идет? То есть, очень такие жесткие условия и, конечно же, зная эти условия, сейчас начнут ехать украинцы, сейчас начнут их оформлять, сейчас начнут к ним применять нормы этого закона, да, ну так как, по крайней мере, так сказали. Вот, если это все будет реализовано, будут применять, соответственно, пойдет телефонное радио, да, те, которые приехали, скажут, подожди, меня заставляют машину продать, и не едь сюда, кум. Понимаете, в чем дело? И таким образом, возможно, в будущем Германия станет менее привлекательна для украинских беженцев, которые вот будут планировать ехать именно в Германию. Опять же говорю, если эти нормы будут работать. Да, ну, а я думаю, что они будут работать, как сказала правительство, да, вот не правительство, а сказала коалиция, да, как они будут применять этот закон именно гражданам Украины, потому что есть еще и действующая директива, потому что граждане Украины могут и попросить защиту согласно директивы европейской, ее тоже никто не отменял. То есть пока практики нет, будем смотреть, как будут развиваться события. Но однозначно эти все изменения, о которых они сказали, они будут, конечно же, наоборот, не привлекать граждан Украины, а их отталкивать от Германии. Ну, я так думаю. Единственное исключение из этого порядка будет имущество, которое необходимо человеку, например, для учебы или для работы. Оно вот в эту сумму учитываться не будет. Ну, приехал человек с компьютером, который стоит там $3000, к примеру, и он говорит, подождите, я айтишник, я компьютером зарабатываю деньги. Все, вопросов нет. Это твой, скажем так, аксессуар, который тебе необходим для работы. Поэтому мы у тебя его не принимаем, вопросов нет. Сколько у тебя налички? Налички нет. Все, тогда иди сюда, будем тебе оформлять пособие. Ну, понятно, да? Вот такая, друзья, ситуация. Что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.